Глава 71. Гора Тайцан, пик наследного принца. В этот час паломникам не разрешалось задерживаться на горе, всех попросили выйти через горные врата и покинуть монастырь Хуанцзи. Во дворце Синьле монотонно звучали молитвы, больше 1000 монахов собрались на вечернее чтение сутр. А проводили церемонию 4 наставников, которые расположились у ног той самой золотой статуи 5 чжанов в высоту. В храме наследного принца от пола до самого потолка по обеим сторонам выстраивались ряды молитвенных фонарей. Селянь спустился с небес, мягко паря по воздуху, и приземлился на постамент, чтобы усесться как раз перед собственным изваянием. Взмахом руки он призвал из ниоткуда легкий ветерок, от которого бесчисленные фонари стали вращаться. Пламя заплясало тусклыми тенями, монахи дружно задрали головы, цокая языком от удивления. По залу поползли шепотки. Советник, который до этого, полуприкрыв веки, расслабленно сидел в своем кресле, теперь вдруг открыл глаза и произнес: «Закончим сегодня на этом. Ступайте все к себе». Монахи поднялись с мест и покинули зал. Другие наставники, хоть и не могли увидеть Селяня собственной персоной, все же догадались, что кто-то явился советнику, и потому все вместе вышли прочь, закрыв за собой врата божественного храма. Как только створки ворот захлопнулись, Селянь, уже не в силах медлить, начал говорить. Он спросил: «Советник, вы знаете о случившейся в Юнане засухе? Похоже, отец ничего не предпринимает по этому поводу, неужели при дворе что-то случилось? Или же он просто не знаком с ситуацией до конца, небожителям запрещалось самовольно являться перед простыми смертными, за исключением лишь одного случая. Разрешалось общаться с советниками, верховными религиозными служителями и другими людьми, достигшими высокого положения на стезе самосовершенствования. Люди с подобным уровнем самосовершенствования несли в мир слово небожителей, поэтому Селянь мог говорить с советником напрямую. Правило о том, что в храме наследного принца нельзя преклонять колени, Селянь как раз передал людям через советника. Принц полагал, что какие-то особые обстоятельства поставили государя в безвыходное положение и не позволяли ему оторваться от дел и разобраться с бедствием в Юнане. Либо государю и вовсе неизвестно о том, что засуха настолько серьезная, что привела к массовым смертям. К удивлению принца, советник ответил: «Его Величество глава государства в добром здравии, никаких серьезных проблем не возникало, и ему прекрасно известно о бедствии, случившемся в Юнане». Селянь на мгновение удивленно замер. Но почему каждый раз, когда отец приходил в монастырь Хуанцзи, я не слышал, чтобы он молился за Юнань? Почему он даже словом не обмолвился? Принц долгое время находился не в ладах с отцом, однако прекрасно знал, что государь вовсе не из числа невежественных правителей. И раз уж он взял на себя величайшую ответственность титула Сына Неба, даже при крайне серьезном разделении на высших и низших не могло дойти до безучастного отношения к бедам простого люда. Советник ответил: «Его Величество государь здесь ни при чем. Это я рекомендовал ему и государыне во время молитв не поднимать вопрос Юнане». Селянь спросил: «Почему?» «Потому что это бесполезно». Селянь оторопело переспросил: «Что значит бесполезно?» Помолчав, он повернул голову и добавил: «Вы имеете в виду, что я бог войны и не могу контролировать засуху, поэтому упоминать об этом при мне бесполезно? Но неужели вы забыли, что я не просто бог войны, а еще и наследный принц Синьле? Народ моего государства погряз в бедах и страданиях, как я могу спокойно на это смотреть и ничего не предпринимать?» Поразмыслив еще пару мгновений, он продолжил: «Ныне дело первостепенной важности — это спасение пострадавшего народа Юнань. Попрошу вас от моего имени передать отцу послание. Довольно строить какие-то божественные храмы и дворцы. Во всей стране уже и так слишком много храмов наследного принца, мне они не нужны в таком количестве. И еще эти золотые статуи, пусть переплавят все, что возможно, чтобы выделить деньги на спасение людей от бедствия. На западе, в Юнане, воды не хватает из-за засухи, так вы копайте речной канал, чтобы отвести воды с востока, оросить посевы, напитать почву». Пока он говорил, советник все качал головой и приговаривал: «Слишком рано. Слишком рано.
Селянь непонимающе спросил, что вы имеете в виду, говоря слишком рано. Советник ответил: теперь ты понимаешь, почему я говорил, что тебе не следовало возноситься слишком рано. Потому что народ твоего государства еще не вымер. Селянь широко округлил глаза и мрачным тоном гневно выкрикнул: советник! Вы? Что вы такое говорите? Что значит? Что значит, народ моего государства еще не вымер? Ты уже стал божеством, но никак не можешь забыть о своем статусе в бытность смертным, равно как не можешь отречься от мирской суеты, ты тянешься к миру людей, как тянутся волокна переломленного корневища лотоса. Но находясь среди людей, ты бессилен. И в конце концов, это приведет лишь к полному хаосу. Советник стоял под постаментом, а Селянь сидел на постаменте и совершенно точно глядел на него сверху вниз, но когда тот говорил, принцу почему-то казалось, что советник находится где-то высоко-высоко над ним. Селянь спросил: как я могу быть бессильным? Главное что-то сделать, и будет результат. Сколько смогу, столько спасу, пускай даже я спасу только одного, все лучше, чем пройти мимо в молчании. Если вы не хотите передавать отцу мое слово, тогда я сам пойду к нему. Селянь внезапно вскочил на ноги, но советник схватил его за край одеяния и вскрикнул: вернись. Тебе известно, почему небожителям запрещается по своей воле являться перед смертными? Правило это было установлено сотни, тысячи лет назад, разумеется, не просто так. Не делай глупостей, Селянь резко обернулся. И что же мне можно сделать? Это нельзя, то нельзя, но, советник, сейчас на моей земле гибнут люди. Разве божество не называется божеством потому, что может спасать людей, попавших в беду? Если я сейчас не могу появиться в миру, то когда же это допустимо? Какой тогда смысл в моем вознесении? Советник, не отпуская его, вздохнул: ваше высочество, ах, ваше высочество! Знаешь, что я вижу? Немного успокоившись, спустя пару мгновений Селянь снова сел на постамент. Прошу, говорите. Советник бросил на него внимательный взгляд и сказал: я вижу твое будущее в сплошной черноте. Селянь, сохраняя учтивость, ответил: возможно, вы ошиблись. Я люблю надевать только белое. Я боюсь, что ты не спасешь свой народ. Напротив, твой народ сдернет тебя с постамента. Мой народ вовсе не такой. Они способны отличить великое добро от великого зла. Если я не могу их спасти, нет никакого смысла в том, что я стою на этом постаменте. Помолчав, советник со вздохом произнес: нельзя сказать, что твой отец поступает правильно, но и ошибкой его действия не назовешь. Ты сказал, что нужно выделить деньги на спасение людей от бедствия. На самом деле твой отец не то чтобы не пытался помочь, но можешь поглядеть сам, к чему это привело. Ты предложил вырыть канал, чтобы отвести воду. Так иди и сам посмотри на ту реку. Посмотри, возможно ли это исполнить. Селянь склонил голову: я вас понял. Благодарю, советник. Покинув гору Тайцан, принц направился на запад и дошел до города Юнань государства Синьлэ. За 20 лет Селянь еще ни разу не чувствовал, чтобы солнце палило так нещадно, смертоносно жарко. Сделав первый шаг по этой земле, он ощутил почти невыносимый жар, от которого плавился воздух, искривляя все видимые вокруг предметы. В небе висело палящее солнце, земля растрескалась крупными осколками, картина была внушительной и страшной. У дороги виднелся глубокий ров. Похоже, когда-то здесь протекала река, дно которой обнажилось из-за засухи, и теперь от черного русла распространялся неприятный затхлый запах. Принц шел очень долго, но ни одного поля так и не увидел. Возможно, пахотные земли были, но теперь уже разглядеть их прежний вид не представлялось возможным. Селянь шел, оглядываясь по сторонам. От сухого горячего ветра волосы ужасно растрепались, однако принц совершенно не желал приводить их в порядок. В этот момент за его спиной вдруг послышался оклик: «Ваше Высочество!» Селянь обернулся и сразу же увидел, что к нему второпях бегут двое в черных одеждах, Фэн Синь и Му Цин. Принц спросил напрямик:
узнали что-нибудь?» Фэн Синь защипнул одежду на груди и подергал, чтобы его обдуло ветерком, затем ответил: «Узнали. Уже около 2 лет весь Запад страдает от недостатка воды, в этом году вспыхнула засуха. В особенности пострадали земли Юнани, реки высохли, дожди прекратились, сажать посевы невозможно. Богатым семьям повезло больше, имея деньги, можно издалека привезти воды и пищи. Только большинство богачей давно переехали вместе с домочадцами на восток. Остальные либо слишком бедны, либо не в состоянии бежать». Селянь сосредоточенно сдвинул брови. Советник сказал, что мой отец не то чтобы не пытался помочь, он приказал выделить деньги на спасение людей. Почему же ситуация по-прежнему настолько плачевна? Му Цин холодно ответил: выделили 10 десятин, но с каждой следующей чиновничьей инстанции срезалась одна часть. В конце концов, ничего не осталось. Разумеется, ситуация все так же плачевна. На мой взгляд, чем зря кормить этих паразитов, лучше было вовсе не выделять никаких средств. Задержав дыхание на пару мгновений, Селянь, с трудом подавляя гнев, произнес: «Я заставлю всех этих паразитов без остатка выплюнуть то, что они сожрали». Му Цин же напомнил: «Ваше Высочество, ты опять забыл, что это не входит в сферу твоего влияния. Небожители не могут вмешиваться и судить поступки простых смертных. Ведь земля промерзает на 3 чини за 1 день зимы. Его Величество Государь, тот, кто должен заниматься делами в мире людей. Это его долг, но даже он не может разрешить проблему. Тебе же нужно исполнять бесчисленные молитвы верующих, как ты можешь забросить свои обязанности? Ты и то хочешь успеть, и другое, но в конце концов желание помочь всем обернется бедой для тебя самого. Кроме того, так ты устранишь лишь симптомы, но не основную причину хвори». Фэн Синь, закрываясь рукой от солнца, произнес: «Чтобы устранить причину, все-таки нужна вода. Может быть, Ваше Высочество попросит советника передать Его Величеству Государю распределить воду с востока на запад». Селянь покачал головой: «Я только что предлагал этот способ советнику». Фэн Синь спросил, что сказал советник. Селянь немного поперхнулся и ответил, сказал что-то вроде «ничего не выйдет». Но я только что и сам увидел, что это в самом деле не очень выполнимо. Чтобы отвести воду, нужно сначала выкопать канал. Но для этого нужно набрать рабочую силу из народа, да к тому же займет неизвестно сколько лет. Это огромные траты людских и материальных ресурсов, которые государство не может себе позволить. Фэн Синь кивнул: «И то верно. Водой издалека не погасишь огонь, что пылает вблизи». Спустя недолгое молчание Селянь произнес: «Но если людскими способами решить проблему нельзя, может, стоит попытаться применить силы небес. Я слышал, за последние годы сменился повелитель дождя, вознесся новый небожитель на эту должность, весьма нелюдимый. Но я могу попробовать пойти к нему на поклон, спросить, нет ли у него способа не спаслать дождь, увести воду с востока на запад». С самой поры своего вознесения Селянь, кроме визитов к Цзюнь, не являлся на поклон ни к одному небожителю по своей инициативе и не сближался намеренно ни с кем из небесных соратников, просто относился ко всем одинаково любезно в сети духовного общения. Его визит к другому небожителю считался поистине редким событием. Му Цин, впрочем, возразил: «Не годится». Селянь повернулся к нему. «Почему?» Му Цин ответил: «Ваше Высочество, только что я досконально все изучил. На самом деле за эти 2 года не только в Юнани или на Западе не достает воды, а вообще во всем государстве Синьлэ ее не хватает. Но восток Синьлэ примыкает к морю, там много озер, через те земли пролегает немало рек. Недостаток воды не так заметен, поэтому пока бедствия не случилось. Но в целом и воды, и дождей стало намного меньше по сравнению с прошлым». Селянь округлил глаза. Му Цин же продолжал: «Если в самом деле выкопать реку или же при помощи управления дождем переместить воду с востока на запад, тогда, возможно, ситуацию в Юнани действительно можно будет немного улучшить, но окончательно исправить не удастся. Считай, что так ты продлишь их жизнь лишь на 1 глоток воздуха. А тем временем восток Синьлэ с большей вероятностью пострадает от засухи.
Сердце селяня напряженно сжалось, он произнес: но все процветающие регионы государства Синьлэ и подавляющее большинство населения сконцентрированы на востоке, людей там как минимум в 3 раза больше, чем на западе, особенно в столице. И если там случится засуха, Фэн Синь тоже немедленно осознал, последствия будут наверняка еще серьезнее, чем в Юнане, погибнет еще больше людей. Му Цин кивнул и с сосредоточенным выражением на лице продолжил: волнения, которые возникнут из-за этого, также будут намного масштабнее. Сделав глубокий вдох, селянь произнес: значит, по этой причине советник сказал, что мой отец не обязательно принял верное решение, но и ошибочным его назвать нельзя. Он просто сделал выбор, и все. Му Цин сказал: поэтому, ваше высочество, это хорошо, что никто не приходил в твои храмы молиться за Юнань. Оставь этот выбор его величеству государю. Селянь, не ответив, обернулся. Каждый, кого принц встречал по дороге сюда, был похож на загорелый до черна обтянутый кожей скелет. Мужчины и дети ходили с голым торсом, ребра у них на груди проступали рядами, отчетливыми до невозможности. На лицах женщин трескалась омертвевшая кожа, глаза безжизненно потухли. Никто уже не хотел двигаться, да и сил на это у них не осталось. Все источило предсмертное зловоние, от которого хотелось с криком бежать из этих краев, находящихся на последнем издыхании, и поскорее вернуться в великолепную оживленную столицу, где песни и пляски, где все сияет золотом. Спустя долгое молчание принц произнес: пока останьтесь здесь и помогите. Принесите столько воды, сколько сможете. Мне нужно подумать. Фэн Синь отозвался: хорошо. Подумай как следует, а когда придумаешь, скажи нам, что делать, и все. Селянь похлопал его по плечу и развернулся, чтобы уйти. Только за его спиной прозвучал спокойный голос Му Цина: ваше высочество, тебе действительно стоит как следует поразмыслить. Мы можем помогать 10-20 дней, но никак не год и не 2. Можем спасти сотни человек, но никак не несколько сотен тысяч. Ты все-таки бог войны, а не бог воды. Но будь ты даже богом воды, ты бы не смог создать воду из ничего. Если проблему не решить в корне, продолжать в том же духе тоже не выход. Это будет бесполезная трата сил, вот и все.